Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень легкий, необыкновенно вкусный торт без желатина абрикос страчателла. Готовится он совсем несложно, торт очень эффектный, очень красивый в разрезе. И давайте приготовим. Итак, сначала я сделаю абрикосовый курт, который будет у нас нижним слоем в торте. Я взяла здесь 380 грамм абрикосов свежих, пробила их блендером в пюре. Здесь у меня в емкости 80 грамм абрикосового пюре готового, которое у меня получилось без сахара. И заливаю 20 миллилитрами холодной воды. Все это перемешиваю. Мне это нужно просто, чтобы растворился хорошо крахмал в этой смеси. Поэтому я разбавляю здесь водой это пюре. Пакетик ванильного сахара добавляю и 150 грамм сахара. Абрикосы у меня очень кислые. Перемешиваю все до однородности. Сюда же я отправляю 30 грамм кукурузного крахмала. На картофельный крахмал заменять я не советую, он будет чувствоваться во вкусе. Все это перемешали. В ковшике у меня 300 грамм абрикосового пюре. Я вливаю туда всю крахмальную смесь. Здесь у меня 7 желтков. Их нужно очень хорошо перемешать, чтобы у желтков разбились все пленочки и чтобы они очень хорошо смешались у нас со всей массой. Отправляю желтки также в ковшик. Все это хорошо перемешиваю до однородности. Крахмал должен полностью раствориться у вас. И отправляю также туда 150 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Ставлю всю эту смесь на огонь. И теперь на умеренном огне при непрерывном помешивании я довожу смесь до кипения. То есть как пойдут первые такие пузыри, как они будут такие как кратеры на Луне, крупные, вы их увидите, ни с чем не перепутайте, смесь начнет у вас густеть. И провариваем с этого момента еще 30 секунд с момента закипания. И снимаем с огня. Смесь будет готова. Вот они пошли, эти крупные пузыри. Их видно. Смесь густеет. Если вы будете постоянно помешивать, у вас ничего не будет пригорать. И снимаю с огня. Теперь я добавляю в эту массу 50 грамм сливочного масла. И пока масса вся очень горячая, масло растворяется мгновенно. Все это просто перемешиваю до однородности, и уже сейчас я буду эту смесь наносить на торт. В качестве бисквита для этого торта я беру чудо-бисквит без разрыхлителя. Вот такой пышный он всегда получается. У меня есть подробнейшее видео по выпеканию этого бисквита. Проходите по ссылке в описании к данному видео и смотрите. Здесь у меня бисквит диаметром на 20 сантиметров. Я все напишу полностью, все пропорции в описании под данным видео. Коржи в этом бисквите получаются очень нежные, и они нуждаются в пропитке. В качестве пропитки для бисквита я беру здесь сгущенное молоко и кипяченую воду. Все пропорции будут написаны под видео. Я перекладываю еще горячую смесь на корж. Таким образом она очень хорошо будет схватываться с коржом. И она тогда при нарезании не будет у нас никуда в стороны отслаиваться. Я ставлю это все для стабильности в кондитерское кольцо и накрываю вторым коржом. Также второй корж пропитываю и ставлю всю эту массу минимум на 2 часа сейчас в холодильник, чтобы абрикосовый курт, абрикосовая прослойка у нас стабилизировалась. Верхний корж лучше накрыть пищевой пленкой в контакт. Теперь я подготовлю крем. Здесь у меня 250 мл очень хорошо охлажденных сливок. 30%, не менее берите жирности.
50 грамм сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм и 250 грамм сыра маскарпоне. Все это я сейчас буду взбивать вместе. Как готовится домашний сыр маскарпоне, есть подробное видео на моем канале. Я ссылку оставлю в описании. Смотрите, как я его готовлю. Я взбила крем. Крем получается плотным, он очень хорошо держит форму. Здесь у меня 100 грамм шоколада 50% шоколадной крошки. Вы же можете просто взять плитку шоколада и нарубить ее ножом. И получится у нас начинка уже страчателла. Вы можете любой крем здесь использовать. И на сметанной основе, и на творожной основе есть на моем канале. Также я оставлю ссылку в описании. У меня прошло около 3 часов. Начинка у меня уже стабилизировалась. И я уже наношу крем. Очень хорошо разравниваю. Я визуально поделила крем на 2 равные части. Одну часть я наношу на один корж и также на второй корж. Накрываю бисквитом. Бисквит обязательно пропитываем, потому что вот этот данный вид бисквита, он нуждается в пропитке. Сейчас, когда я соберу торт, хотя бы на 4 часа уберем его в холодильник, чтобы торт очень хорошо стабилизировался. И пропитался также. Торт также должен пропитаться, просто и чтобы он связались все эти вкусы. Можете убрать на ночь. Торт получается необыкновенно вкусный, воздушный на вкус. И все эти начинки очень хорошо друг друга дополняют здесь. Съедается мгновенно и готовится очень просто. Убираю в холодильник сейчас минимум на 4 часа. У меня прошло здесь около 6 часов. Я достала торт из холодильника. Торт хорошо стабилизировался. И сейчас я его просто покрою взбитыми сливками, просто чтобы вам показать, потому что здесь вы эту начинку можете использовать для любого покрытия. Я здесь взбила 150 грамм сливок для взбивания, просто чтобы вам показать. Также покрываю его здесь шоколадной крошкой. Шоколадную крошку, еще раз повторяю, это важно для данного торта, 50%, не менее берите у шоколада, чтобы было. 50% какао. Несмотря на то, что мы не использовали в данном торте желатин, начинки здесь достаточно стабильные. И также он хорошо переносит транспортировку, этот торт. Ну, кому уж очень хочется добавить желатин, можете добавить и желатин. Но в принципе здесь он не нуждается даже в этом желатине. Вот такой разрез получается. Разрез здесь очень красивый, вкусы прекрасно дополняют друг друга. Нравится такой торт как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.